Кстати, именно с завтрака все и началось. Едем вместе в Тулум. Посмотрим, что там интересного. С кошкой. С Миамором. Привет, привет, Россия! Привет всем! Мы сейчас вещаем отсюда, с Ривьеры Майя. Мы выехали из Плая-дель-Кармен и направляемся в Тулум. Сегодня очень хороший день, на пляжах больше нет саргассы. И сегодня мы поедем знакомиться с парком Ягуара. На этом участке дороги движение идет примерно до 100 км в час. Важно не превышать скорость, потому что через дорогу часто переходят животные. Мы же в самой середине сельвы. На этом отрезке часто видим, как куати перебегают трассу. Иногда можно увидеть игуан, не так часто, но все же. Также иногда встречаются еноты, которые переходят дорогу. Бывало, что на дороге появлялись ягуары. Лично мне не доводилось их видеть, но есть знаки, предупреждающие об этом. И олени тоже могут выбегать на трассу. Чем медленнее едем, тем лучше защищаем местную фауну, потому что нужно успеть затормозить, если какое-то животное внезапно появится. Справа у нас сельва, а слева – море. В общем, отличный день, чтобы поехать в парк Ягуара. Ну что, продолжаем снимать контент. Это в Тулум, соседний город. Вот, на пикапе загрузились всем необходимым и сейчас поедем отдыхать. А Кристина у нас выучила БВР, фумар курить, БВР пить, вино, сервеса, ну вино и пиво. Комер кушать. Самые нужные слова на испанском. Первая остановка – национальный парк Ягуар. Да, здесь действительно водятся ягуары и в приличных количествах. Внутрь нельзя проносить ничего, кроме воды, никаких сигарет, даже электронных, чтобы туристы не мусорили. Сразу уточню, мы увидели только небольшой кусочек парка, и этого хватило, чтобы получить дикое удовольствие. Hacia Cancún, para Tulum, y te dice la zona arqueológica, el faro, la ruta, los vestigios y playas, y ahí más o menos puedes ver cómo estamos ubicados. Y por acá entramos. В таком месте находимся, интересном. Вроде как в Синод пойдем. Здесь пока большая надпись есть. Она даже не помещается, наверное, сейчас перейдем. Да. This is the price. Ага. If you come Monday to Saturday, this is the price in Mexican pesos, but Sunday is free. А, really? Ну, в выходной это все бесплатно. El mejor guía de turistas de todo. Hola. Hola. Mis amigos, Alex. Hola, Cristina. Cristina, nice to meet you. Nice to meet you. Él es guía de aquí del museo. Охренеть, все зеленое, все красивое. Да, мы в таком месте, наверное, и не были. Я, кстати говоря, видела одну ягуану, которая заползла вот так вот под низ. Все зеленое, все красивое, все шикарное. Вообще невероятные виды здесь. Ну, это мы только начали. Сейчас. Да. Там самое интересное впереди все. Сейчас все будет. Так, загрузились все вместе. Тут только электрические машины. Не знаю почему, но электрички. И вот мы сейчас поедем. Дальше нас повезут куда-то туда. От входа до пляжа мы ехали на электромобилях бесплатно. И вот вам маленький лайфхак. По воскресеньям вход бесплатный, а остальные дни 400 песо для иностранцев и 300 для местных. Это все без цветокора, это все на самом деле так оно и выглядит. Кошка довольная? Выходным многие Дороже. Да, стирают в 3 шкуры. Плюс еще, как правило, туристов стирают в 2 раза дороже. А тут бесплатно. Ну, здесь 300 песо за местных и 400 за туристов. То есть, ну, по крайней мере, не два конца. Дороже. По крайней мере, не два конца, но меня удивило то, что в воскресенье вход абсолютно бесплатный. И везут-то, судя по всему, бесплатно. Ну, посмотрим.
придется оплатить или нет. Пока что не было об этом разговора. Но сам прикол то, что здесь нет супер большой разницы между местными и туристами. Но я так понимаю, вот эта фишка по воскресеньям, она распространяется, она достаточно часто среди местных. То есть нужно здесь жить, чтобы знать об этом. Это первое. И второе, это то, что, я так понимаю, что в Латинской Америке воскресенье это такой семейный день, когда ты Святой на релаксе, день, да. ты сидишь дома, учитывая то, что мы в Аргентине прожили 3 месяца, мы видели именно воскресенье такой святой семейный день. То есть мало людей на улице, мало кто куда ходит. В принципе, может быть, здесь и то же самое. Мы продолжаем. Мы продолжаем. Ты хочешь здесь? Continuamos. Continuamos. Да нет, идем же. Сумку. I'm watching you and recording you. Что-то интересное. Сильно довольно идет. Здесь все интересно. Я енотов видела! Енотов! В живой природе! Пройдя чуть-чуть, мы вышли к потрясающему виду на море. Уху-ху-ху-ху. Ребята! Сейчас придут. Вы посмотрите на эту воду. Мы сейчас находимся в одной уникальной зоне. Это зона, экологическая зона, которая расположена близко к морю. Называется зона экологии Тулума. Прекраснейшее место, конечно, как вы видите, море, цвет моря, это вообще восхитительный. Нигде такого в мире нет, чтобы парк находился прямо рядом с морем. И мы здесь оказались, наши друзья нас сюда привезли. Марио нас привез сюда и показал нам это уникальное место. Возможно, мы бы его и не увидели, если бы не познакомились с человеком. Но вот, как видите, красотища, красотища. Туда бы еще окунуться, туда бы прыгнуть. Вообще ничего подобного никогда не видел, потому что, ну, просто цвет моря, посмотрите, Карибское море. Нет ничего круче Карибского моря в этом, мире. Это самое лучшее море, которое я лично когда-то видел. Да, Мальдивы тоже ничего, но Карибское лучше. Да, шикарнейшая бирюзовая вода, а там дальше синяя. И вот все оттенки синего дальше вот уходят, если вы посмотрите. К сожалению, камера все вам не передаст. Вот, но тут очень круто. О, мать моя женщина! Мать моя женщина, как красиво! Боже, боже! Фото. Ну и, естественно, пофоткались и сразу побежали купаться. Вода идеальная, погода супер, но не забывайте про солнцезащитный крем, иначе поджаритесь моментально. Мы хотели зайти в музей при парке, но он уже закрывался, поэтому толком ничего не успели посмотреть. Поснимали совсем чуть-чуть. Ребят, ну посмотрите, майя-то знали толк в этом недвижимости. Ну, вот у них здесь море впереди получается, а вот их городище. Вот что у них получилось. В общем, с видом на море все хотели жить еще 1000 лет назад. Ничего не изменилось.
После этого мы отправились уже в сам Тулум. Сначала перекусить в ресторан морепродуктов. Я вообще не фанат этих всех водоплавающих, но тако с креветками и кальмарами я съел с удовольствием. Дальше поехали на центральную площадь Тулума. В тот день там зажигали рождественские огни. Мы опоздали минут на 15, праздник уже шел полным ходом. Мексиканцы обожают детей, у них семья – это святое, поэтому все сделано было в первую очередь для них. Ну и взрослым, конечно же, было интересно посмотреть. В общем, от души погуляли и поехали домой. Увидимся на новом месте. Всем пока!